Анна была студенткой медицинского института. Молодая, красивая. Самая пора для любви и счастья. В этот момент и повстречался он, статный, высокий красавец Влад. Для Анны он как-то сразу выделился из общей массы парней. Он особенный, добрый и справедливый. За ним, как за каменной стеной, так ей тогда казалось. Время шло. Влад с Анной давно уже встречались, подумывая о свадьбе. Парень, конечно, уже не ухаживал так пылко за своей избранницей, да и времени уделял гораздо меньше. Но это нормально, думала Анна. Главное, что он меня тоже любит. Но, как говорится, друзья познаются в беде. Знаете, про любовь можно сказать то же самое. Случилась беда, Анна заболела. Казалось бы, обычная ангина – ничего страшного. Каждый когда-то испытывал ее на себе. Но на этот раз болезнь не прошла без последствий, дав серьезное осложнение на ноги. Да так, что Анна теперь с трудом могла ходить. Влад сразу переменился. Теперь он стал злым и раздраженным. Было видно, что недуг девушки стал для него обузой. Даже перед друзьями он начал ее стыдиться. Он молодой, красивый, а она немощная калека. Анна чувствовала это и часто плакала по ночам. Было время, когда она всерьез подумывала наложить на себя руки. И вот как-то Влад предложил переехать в деревню, потому что сейчас он работает один и квартиру в городе оплачивать не может, а в деревне дом можно и за спасибо найти. А как только с работой наладится, так сразу вернуться обратно. Анна, не раздумывая, согласилась. Да и какая ей разница, где жить? Лишь бы рядом с ним, рядом с любимым. Но как же она ошибалась. Дом, найденный Владом, оказался на краю деревни. Маленький, но с красивыми видами вокруг. Аня не жаловалась. Ну и что маленький? Главное, мы вместе. А уют можно и тут навести. Но только тут она узнала, что работа у Влада по-прежнему осталась в городе. Тот пообещал приехать на выходные, но больше ни разу и не появился. Анна все поняла. Ее просто вывезли, как старую ненужную вещь, чтобы никто не видел. Тяжело и горько было на сердце у девушки от осознания этого. Хотелось выть и зубами рвать себе вены, чтобы, наконец, перестать чувствовать эту разрушающую боль и обиду. И вот она решилась. Хватит. Настрадалась. Анна взяла нож и приставила его к своему запястью. Один взмах, и все закончится. Нужно только немного потерпеть. И вот, когда она уже была практически готова свести счеты с жизнью, кто-то сильно заскреб у нее на крыльце. Девушка удивилась. Кто бы это мог быть? Да еще и в такой неподходящий момент. Она отложила нож и, держась за стены, отправилась к выходу. Распахнув дверь, она увидела небольшого серого щенка, который, смешно повернув мордашку, пристально ее разглядывал. «Тебе чего?» Невольно улыбнувшись, спросила девушка. Но тут открылась калитка с забора, и появился мужчина. «Простите, пожалуйста, я тут друга потерял». Оправдываясь, начал он. «Ах, вот ты где! Я уже всю деревню из-за тебя облазил». Обратился он к щенку, подхватив его на руки. Анна невольно рассмеялась. Теперь мысль о том, что она собиралась сделать еще несколько минут назад, казалась ей глупой и постыдной. «А что же вы за собачкой своей не следите?» Улыбаясь, спросила девушка, протягивая руку для знакомства. «Да, за ним не уследишь. Лютый он у меня», отвечая на рукопожатие, сказал мужчина, слегка смущаясь. «Да и не собачка это, а волк, самый настоящий», показав малыша, сказал новый знакомый.
Анна опять засмеялась. «Кстати, меня Роман Алексеевич зовут», — представился парень. «Я врач местный, а у вас с ногами что-то». С лица Анны тут же сошла улыбка. «Заметили уже?» «Ну да, калека я теперь. Ангина после себя подарок оставила», — пояснила она, намереваясь снова укрыться в своем нелюдимом убежище. Да только теперь Роман Алексеевич вместе со своим лютым не давал девушке покоя. Каждый день он приходил к ней, изучая ее диагноз и подбирая разные методы лечения, главным из которых стала любовь. И Анна ожила. Она снова смогла поверить мужчине. Снова ее сердце стало радоваться каждому новому дню. А ноги, как оказалось, больше из-за постоянного стресса и переживания отказывались ходить. А теперь снова обрели былую резвость и силу. Так они и поженились. Рома и Аня. Уже и сыночку их 12 лет стукнуло, а она до сих пор еще ни разу не пожалела, что связала свою жизнь с этим мужчиной. «Папка идет!» — закричал Даня и, соскочив с лавки, кинулся навстречу отцу. Анна улыбнулась. Они часто с сыном выходили под вечер встречать мужа с работы. Вдруг к их дому подъехала старая машина. Не может быть. Это же ведь та самая машина Влада, на которой он привез ее в село. Сердце девушки затрепетало и забилось, вспомнив былую любовь и былые обиды. А из-за руля на нее смотрел тот самый Влад, из-за которого она когда-то собиралась резать себе вены. Только теперь это был уже не молодой красавец, а потрепанный жизнью мужчина со следами буйной жизни на лице. «Узнала?» — спросил ее Влад. «Узнала?» — холодно ответила Анна. «Не быстро же ты обо мне вспомнил, любимый. Уж сколько лет прошло, а ты все на квартиру зарабатываешь». «Да». Влад улыбнулся, поняв ее иронию. «Прости меня, Анька. Я молодой был, ума не было. Казалось, найду себе лучше, добьюсь многого. А оно, видишь, как вышло. До сих пор на отцовской машине катаюсь. Да и лучше тебя, как ни старался, найти не смог». После некоторой паузы он продолжил. «Простишь, я вот на тебя зла не держу. Вижу, сын у тебя. Как своего приму, вернись только». Анна рассмеялась. Она ожидала чего угодно, только не этого. Видя реакцию женщины, Влад решил использовать все свои козыри и снова обнять ее, прижать к себе, чтобы она вспомнила, как это было раньше. Но вместо крепких объятий его встретил злобный волчий оскал. Лютый, лежавший у ног хозяйки, моментально вскочил, обнажив клыки. Он ясно дал понять, что еще одно движение, и наглый незнакомец будет разорван в клочья. Влад онемел от ужаса. Он посмотрел на Анну, чтобы та защитила его от разъяренного хищника. А та, по-доброму улыбаясь, сказала: «Езжай побыстрее и дорогу сюда забудь». «Вон, видишь», — она указала на мужа и сына, «это счастье мое ко мне спешит, а тебе места тут больше нет». Влад запрыгнул в свой старенький автомобиль и уехал. «Аня, а кто это был?» — спросил подошедший Роман, чмокнув жену в щеку. «Да так, заблудший какой-то». Улыбнувшись, ответила Анна и, обняв своих любимых мужчин, повела их ужинать. Дорогие зрители, оцените, пожалуйста, нашего нового диктора. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.